Океан составляет почти 70% поверхности планеты Земля, в то время как на самом деле было исследовано только 5%. С бесчисленными сериями о жизни океана и жуткой глубине наших темных вод есть так много, что лежит под нами, что мы даже не знаем. От глубоководных существ до скрытых драгоценных камней и затонувших городов море полно постоянных сюрпризов. К счастью, благодаря глубоководным технологиям и водолазам, которые отважились выйти в открытые воды, мы смогли открыть так много того, что было неизвестно на протяжении веков. На самом деле, под водой находится больше исторических артефактов, чем во всех музеях мира, которые должны показать, как много на самом деле находится на глубине сотен футов под водой. К счастью, мы приходим к вам с некоторыми из самых интересных открытий, сделанных глубоководными дайверами за всю историю. Из бесконечных сокровищ заброшенных кораблей, локомотивов и древних руин вы обязательно будете заинтригованы тем, что будет дальше. Древние сокровища. Как уже упоминалось, на дне океана находится больше древних артефактов, чем в каждом музее по всему земному шару, и именно поэтому глубоководные ныряльщики наткнулись на этот тайник с сокровищами, которые включают золотую чашу, амфору и двуручную чашу, известную как киликс. Эти древние сокровища якобы нашли свой путь на дно Средиземного моря почти 3400 лет назад, когда 50-футовое торговое судно затонуло у берегов Турции. Вот это да! Древние скульптуры. В дополнение к статуям Моаи, многочисленные древние скульптуры также были найдены глубоководными дайверами, в то время как скопления статуй лежали на дне моря на побережье европейских, африканских и южноамериканских стран. Это конкретное открытие было найдено у побережья Канкуна, Мексика. Эту группу скульптур, известную как парк скульптур, могут увидеть только те, кто готов погрузиться глубоко в Карибское море, как это сделали многие глубоководные дайверы. Если это так, вы можете полюбоваться более чем 500 статуями, которые датируются тысячелетиями. 13-тысячный летний человеческий череп. Хотя кораблекрушения, древние артефакты и затонувшие города — это интересные находки, глубоководные дайверы тоже натыкаются на некоторые жуткие вещи. Многие ныряльщики находили остатки человеческого тела, целые скелеты, кости и даже человеческие черепа. Одним из случаев, который действительно ошеломил дайверов, было открытие прекрасно сохранившегося 13-тысячного летнего скелета девочки, найденного глубоко у берегов Мексики в 2007 году. Многие черепа и скелеты, найденные в сотнях футов под водой, это останки тел, которые, вероятно, были вовлечены в кораблекрушение, штормы или затонувшие лодки. Египетские надгробия. Египетская надгробная плита, наряду с другими артефактами затерянного города, была обнаружена глубоководными водолазами недалеко от побережья между Грецией и Египтом. Этот артефакт, как говорят, является частью древнего города Гераклиона, который, как ожидалось, навсегда исчез под водой. Однако почти 1200 лет спустя, недалеко от залива Абукир, он был, наконец, обнаружен. Город, который датируется VI веком до нашей эры, был настигнут увеличением воды, чем затопил его на века. К счастью, дайверы смогли получить этот камень вместе с бесчисленными другими древними артефактами, которые были сохранены и выставлены в многочисленных музеях по всему Средиземноморью. Золотые монеты-сокровища не являются мифом, когда речь заходит о глубоководных открытиях. Многие дайверы натыкаются на бесчисленные предметы, которые чего-то стоят. Однако одному дайверу
посчастливилось наткнуться на сокровища стоимостью почти в $1 миллион, найденные в море. Еще в 2015 году, недалеко от побережья Флориды, дайвер нашел джекпот в свой самый счастливый день. Затонувшее сокровище включало 51 золотую монету, 40 футов богато украшенной золотой цепи и редкую единственную монету, сделанную для короля Испании Филиппа Терриа. Хотя это единственный обнаруженный клад, считается, что многие из них остаются на дне моря и по сей день. Ювелирные изделия. Следующее в списке драгоценности. Хотя бриллиантовое голубое ожерелье розы, сердце океана, остается вымышленным на дне Атлантики, дайверы обнаружили бесчисленное множество других украшений. От жемчужных и бриллиантовых ожерелий, рубиновых и изумрудных камней и современных часов Rolex и Cartier нет ничего, что вы не найдете в наши дни. Были обнаружены многочисленные предметы, которые стоят довольно много. Однако в большинстве случаев некоторые предметы больше не представляют ценности. Тем не менее, если вы наткнетесь на какие-то драгоценности в океане, всегда стоит оценить их, вы никогда не знаете. Пирамида Майя. Следующее в списке пирамиды. Не каждый день можно наткнуться на пирамиду под водой, однако недавнее открытие с помощью Google смогло обнаружить эту самую пирамиду Майя. После использования Google Earth исследователь обнаружил массивную пирамиду глубоко под Тихим океаном. Глубоководные ныряльщики из Мексики немедленно отправились на миссию, чтобы подтвердить существование пирамиды. И вот она там. Была обнаружена пирамида Майя идеальной формы, размером 8,5 миль в поперечнике, с одной стороны ее основания. Считается, что еще бесчисленные пирамиды, хотя и не такие большие по размеру, также должны находиться под водой у берегов Мексики. Поезд. Далее по списку поезда. Эти локомотивы были найдены во многих местах по всему миру. Однако одна находка у побережья Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси, является одной из книг. Известное как подводное железнодорожное кладбище, это таинственное железнодорожное крушение лежит на глубине 90 футов под водой и занимает это место в течение последних 100 лет. Он был впервые открыт в 1985 году аквалангистом Полом Хеплером и теперь стал массовым интересом для многих историков, как этот поезд среди многих других нашел свой путь так глубоко в океане. Военный танк. Военные танки также являются обычным открытием, сделанным глубоководными водолазами. С войной, охватывающей столетия назад, эти боевые танки должны были быть найдены в океане в какой-то момент. Хотя танки существуют не более 100 лет, эти подвижные боевые машины уже давно находятся в глубоководных водах. Большинство из них упало с грузовых судов во время транспортировки, а другие иногда специально сбрасываются в океан по причинам, которые в настоящее время неизвестны. Независимо от причины пребывания там, это определенно классная находка. Морской дьявол. Это страшное существо, как видно из «В поисках Немо». Как не очень хорошая рыба, которая преследует любимую Дори и Марлина, когда они входят в самые глубокие части океана. Эту рыбу не просто так назвали морским дьяволом. Они часто встречаются в тропических и умеренных водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов, с которыми сталкивались многие глубоководные дайверы и которые удивительно умудрялись делать снимки. Их зловещая внешность и черная, как смоль, кожа сделали их рыбой, которую вы не хотели бы встретить в океане. Титаник.
Само собой разумеется, что «Титаник», вероятно, самый известный корабль на сегодняшний день, который нашел свой путь на дно океана. Как мать всех затонувших лайнеров, это очевидный выбор для этого списка. Трагическое затопление, произошедшее в 1912 году, найдено разбитым надвое на дне Атлантического океана. Сам корабль стал пищей для питающихся металлом бактерий, живущих в самых глубоких частях Атлантики, которые нашли свой дом на бесчисленных частях затонувшего корабля. Интересно отметить, что только что созданный «Титаник Трари» отправится в плавание уже в 2022 году, и его судьба будет гораздо более обнадеживающей, чем у его предыдущего издания. Загрязнение окружающей среды. Это должно разбить тебе сердце. Океан — прекрасный водоем, который является домом для бесчисленных видов прекрасных морских существ, был загрязнен бессмысленными действиями нас, людей. Тысячи и тысячи фунтов мусора и загрязнения воды в настоящее время оседают в наших водах. Многие глубоководные ныряльщики и аквалангисты сталкивались с морем пластика, который не только разрушает экосистему, но и угрожает домам многих диких животных, живущих в океане. Само собой разумеется, что мы должны начать лучше заботиться о нашей планете, позволяя тем, с кем мы ее делим, иметь чистый дом.